Всем доброй ночи. Небольшой видеоролик. Даже не знаешь, смеяться или не смеяться. И смешно, и не смешно. Женщина написала благодарность, что глубоко тронута моей добротой, силой духа, которым я перенесла все испытания. Это вызывает искреннее восхищение, говорит она. В общем, пожелание, чтобы все было хорошо у меня в новом году. Дальше. И обращение по поводу того, что я практически выдохлась. Ни работы, ни личной жизни, ничего нет, ничего не ладится. Как хотелось бы, не вижу ничего, ясного пути, не могу найти ответа самостоятельно. Мне очень нужна ваша помощь, поддержка, как человека с огромным опытом и силой. Ну, в общем, и так далее. Я говорю, она говорит, что 7 лет была на моем канале. Я говорю, неужели за 7 лет вы ничего не сделали для того, чтобы поменять свою жизнь? Как так? Это невозможно. 7 лет быть на моем канале, не сделать работы, не поменять свою жизнь? На что она пишет. Я не сидела 7 лет, я вышла 7 лет назад на ваш канал, но смотреть стала только активно только сейчас. Я говорю, так и зачем тогда и сейчас смотреть? Если вы 7 лет назад вышли на мой канал, знаете, что мой канал может помочь поменять вашу жизнь. Вы 7 лет терпели, и через 7 лет пришли, и то только что начали смотреть, я говорю, ну, тогда еще 7 лет посмотрите, да, потом придете, раз вы так спокойно годы проносите, проводите. На что она мне говорит? Я же не спрашиваю вас, почему вы 4 года терпели издевательства своего гражданского мужа. Для всего есть свой срок, я не обращаюсь тогда, когда пришло время. Вот. Нормально, она сказала. Я ей говорю, он и не был мужем. Раз уж решила задеть меня, то слушала бы внимательно. Но за такие слова будешь рыдать горючими слезами. Ничтожная баба. А потому что так и есть. Это говорит о ничтожной душонке человека. О том, что она настолько несчастная, настолько слабая женщина, что не нашла ничего лучше, чем сравнить мою жизнь и мои откровения с тем, что я ей сказала, что зачем 7 лет сидеть надо было и никак не менять свою жизнь. Ты же 7 лет назад нашла мой канал. Ну, могла бы изучить и поменять. Только сейчас начала смотреть. Так и зачем? Ты опять пришла на 5 минут, снова уйдешь. Я же не могу тебе объяснить с нуля всю свою работу, как надо делать, что надо делать и так далее. Вы послушайте, вот какие есть ничтожные, жалкие люди. Эта женщина вот подписала себе приговор, на самом деле. Она зря так сказала. Она зря так сделала. Она даже не знает, как наказывать силы за такую подлость. Это во-первых. Во-вторых, откровение даже врага можно уважать. Никогда нельзя человека шантажировать тем, что он сказал. То есть ты говоришь этому человеку, что ты настолько подлое существо, что тебе нельзя открывать душу. Ты туда плюнешь. Я рассказала все, что со мной происходило, и еще расскажу, только по одной причине, чтобы предостеречь людей, чтобы помочь тех, кто только начинает свою жизнь, чтобы на моих ошибках они учились больше любить себя, меньше доверять, меньше жертвовать собой ради любви и прочее, прочее. И на то есть свои причины. И пользоваться моим откровением и сравнивать то, что ты лодырь и 7 лет ничего не делаешь для того, чтобы поменять свою жизнь, и то, чего я там терпела и что у меня случилось. И, кстати, я не терпела совсем. Я боролась. И когда пришло время, это закончилось. Но одно с другим сравнивать, извините меня, это совершенно разные вещи. Я говорю о твоей природной лени, о твоей ничтожной душе и жалкой натуре.
что ты настолько жалкая, что ты пришла, увидела, что можно сделать. Ничего не сделала, снова пришла, снова говоришь, помогите, я вот была, я знаю, что можно было помочь себе, ничего не сделал. И я тебе просто сказала, ну так раз ты 7 лет ничего не поняла, зачем тебе моя помощь и мой канал? Наверное, еще 7 лет подожди. Я же не говорю, почему ты 4 года терпела. Вот теперь, девушка, в твоей жизни случится то, что даже в моей жизни не происходило. И вот в этот момент ты поймешь, что такое боль и что такое терпеть. Чтобы твой длинный и грязный, вонючий язычок укоротили. И ты больше не смела никогда откровения людей использовать против них. Если бы я это хотела скрыть, и если бы я не хотела, чтобы это узнали, я бы об этом не рассказывала. Понимаешь? У меня хватило смелости, силы воли это говорить и поделиться. Но не для таких, как ты. Чтобы завтра на мой просто откровенный, на мое откровенное удивление насчет того, что зачем, ты же знаешь мой канал, зачем ничего не сделал, чтобы поменять свою жизнь, чтобы ты, подобие женщины, мне сказала, а ты почему терпела там? Это была моя жизнь. Причем здесь моя жизнь и вот это вот. Ты пришла ко мне с проблемами, ты преувеличила свои проблемы 100 раз больше. Я тебя поздравляю. И вот эти вот глупые существа потом идут везде и начинают. Вот у меня проблемы, за что и почему. Я всегда говорила, и порчи, и проклятие, и на свою голову проблемы всегда получает заслуженно. Она ведь пойдет через некоторое время и скажет, что у меня рушится жизнь, все здоровье уходит, я просто в аду. За что? Что я не так сделала? Скажешь же, правда? Ну вот вспомни этот день, когда ты пришла и посмела вот так вот топтаться в своих грязных галошах в моей душе. А то, что тебе кажется, что ты меня задела этим, это говорит о том, что ты настолько слабый человек, просто слабый и жалкий человек, что единственное, что ты смогла сделать, это мне это высказать. Это так смешно. Вот реально. Неужели она думает, что она меня этим задела? Когда я рассказываю о своей жизни и откровении своей души, я всегда знаю, что подобные ничтожества обязательно этим воспользуются. Некоторые ничтожества вообще брали мои откровения, сидели и обсуждали. Нет, это не так было, это было вот так должно было быть. Я говорю, это могу знать только я, это моя жизнь. И какая-то баба жалкая сидит, снимает видео, говоря о том, что здесь вот так было, наверное, скорее всего, а не вот так. Да. Ты еще не знаешь, что такое боль. Еще не знала до этого дня. Очень зря. Никогда вот такие особи человеческого рода меня не останавливали. Если бы я была настолько, знаете, прям ранимый и слабый человек, чтобы вот после этих слов я переживала, то я бы никогда в жизни не открывала душу. Это нужно иметь огромную смелость и храбрость это говорить на самом деле. Тем более, имея, будучи человеком моей национальности, где это очень строго, и женщины, которые сильные в своей жизни пережили что-то, свободные женщины, они рассматриваются не самым лучшим образом, скажем так, осуждаются обществом и очень сильно. И иметь смелость, да тебе такую смелость и во сне не видать. Понимаешь, бедная ты. Я же не спрашиваю, а ты спроси, почему я терпела. А я тебе объясню. Потому что мне нужно было от него избавиться любыми способами. Я это делала. Но для того, чтобы собраться воедино и дать отпор, нужно отдышаться. А когда рядом с тобой вампир, который пьет твою кровь, он не дает тебе собраться с мыслями и дать отпор. И кто тебе сказал, что я терпела? Я не терпела никого. Я прошла это испытание. Такое было. Мне сделали больно, но это не значит, что я это терпела. Нет.
Я боролась и избавилась, и освободилась. Вот и все. А вот терпеть теперь будешь ты. Да, время пошло. Знаешь, сколько таких, как ты, потом звонили, извинялись? Даже знать не представляешь. Очень много. Я тебе скажу по секрету, мои бывшие друзья, которые подло себя повели, у них такое началось в жизни, и они мне потом только доверились и сказали, даже не представляешь, какие страшные вещи у них произошли. С ними, с родными и прочее, прочее. В то время, как я просто их вычеркнула из своей жизни и послала, и забыла, как их звали. Но силы же не забыли. И я тебе напомню одну притчу. Об этом говорила, еще раз скажу, лишнее не будет. Тем более, что ты 7 лет просто сидела, ничего не смотрела. Значит, ты не слышала эту притчу еще. Идет старая ведьма, поднимается в гору. У нее там в руке какая-то, ну, что-то там, какой-то груз несет. И дети кидают камни в нее и кричат: ой, ведьма, ведьма, старуха, ну давай, ты же всемогущая, ты же сильная, ты же с бесами там работаешь. Давай, догони нас, давай, наказывай, если сможешь. Она поворачивается и говорит: дети мои, я старый человек, у меня ноги больные, я за вами не смогу угнаться. Но мои бесы вас догонят. Так вот, милая барышня, мои бесы тебя догонят и заставят тебя пройти 100 раз страшнее того, чем ты меня сегодня упрекнула. Я тебя поздравляю. И всех подлецов в том числе. Всем удачи, друзья мои.